Мы любим говорить, древние цивилизации обладали удивительными знаниями. Но вопрос не в том, какие камни они поднимали, и не в том, как они строили здания, которые мы до сих пор не можем повторить. Настоящий вопрос в уровне сознания, который тогда был нормой. Сегодня человек с трудом выдерживает 2 минуты тишины. Забывает, что значит слышать тело. Не может сосредоточиться на чем-то одном и называет это прогрессом. А теперь посмотри на это. Нам показывают колонны, храмы, вырубленные в скалах города, и говорят: руины, просто остатки. А потом провал. Словно ничего не было. И вдруг начало 20 века. Повозки, лошади, сено. Как будто между ними ничего не произошло. Это не просто отсутствие информации. Это программное затирание. Как будто кто-то планомерно обнулял восприятие, чтобы человек даже не задавался вопросом: а что было до? Это не теория. Это видно в людях. Люди перестают мыслить. Не то чтобы критически, даже просто. Чувство связи с собой заменено фоном тревоги. Интуиция – шумом. Ощущение реальности – экраном. Что-то работает. И оно не новое. Это не просто век технологий или много информации. Это будто глубокая настройка на забвение. Через все. Питание, информацию, привычки, даже через болезни. После каждой человек словно теряет часть себя. После испанки, после других переходов, после ковида. Каждый раз что-то уходит, что-то затухает. И кажется, что так было всегда. Но это ложь. Мы просто перестали помнить, кто мы. Когда мы говорим «запретные практики», мы не имеем в виду колдовство или жертвы, как это пытаются преподнести. Мы говорим о способах входа в реальность за пределами ума. Именно это было недопустимо. Вот чему действительно учили в тех школах. И почему об этом нельзя было говорить открыто. Настройка через звук. Во многих исчезнувших традициях – Египет, Шумер, Веды, Сибирь – звучание было не выражением, а входом в состояние. Они знали – голос, вибрация, дыхание могут переключать частоту сознания. Слово, произнесенное правильно, меняло не настроение, а состояние бытия. Это были не мантры, это были частотные ключи. Сегодня нас учат говорить красиво, но мы забыли, как говорить из тела, из частоты, где каждое слово резонирует с полем. На уровне закона Вселенной это не просто утрата традиции. Это отключение от собственной звуковой подписи, от той вибрации, по которой Вселенная тебя узнает. Когда ты теряешь способность говорить из себя, ты перестаешь прозвучивать в поле. Ты становишься фоном, а не резонансом. Именно это отсекает у человека 3 ключевые способности. Связь с источником, теряется возможность входить в поток без посредников. Тонкое восприятие, потому что ты больше не слышишь себя внутри. Воздействие на реальность, потому что твое слово больше не несет частоту, оно просто шум. В древних школах знали, когда человек говорит в своей чистоте, реальность отзывается, потому что узнает голос поля. Сегодня большинство людей не говорят, они транслируют шаблоны. И именно это делает их незаметными для Вселенной. Восприятие через тишину. В школах Пифагора, в дзен-храмах, у гностиков практиковали молчание как орган восприятия. Это не говорить, это перестать формулировать, чтобы увидеть реальность без слов. Такая тишина неудобна, потому что в ней начинает звучать все – страх, ожидание, ложь, импульс. Этому нельзя обучить в лекции. Это можно только вспомнить телом. На уровне закона это способность к прямому восприятию истины
без интерпретации. Когда ты входишь в настоящую тишину, ты выходишь из структуры ума и начинаешь видеть то, что не искажено мыслями. Именно это и опасно для любой системы, построенной на убеждениях, потому что тишина — это разрушение концепций. Это сдвиг из верить в видеть. И как только человек перестает нуждаться в объяснении, он становится свободным. Что это отрезает, когда утрачено? Интуитивное знание, без тишины оно не проявляется. Прозрачность восприятия, все заменяется идеями о реальности. Способность выдерживать правду, тишина оголяет все, и без нее человек прячется в мысли. Именно поэтому шум не случайность. Он встроен в цивилизацию, чтобы никто не слышал реальность напрямую. Осознание «я не тело, я поле». Многие практики от даосов до ведических школ были направлены на разрыв идентификации с телом. Не бегство от него, а видение себя как внутреннего движения, которое охватывает больше, чем кожа и кости. Это то, что сегодня называют энергетическое тело или тонкое поле. Но раньше это не называли, это переживали. Когда ты распознаешь себя полем, ты больше не подчиняешься только внешнему. И в этот момент ты становишься опасным. На уровне закона Вселенной это означает, что ты больше не живешь как объект, а входишь в состояние текущего поля сознания. Ты становишься непредсказуемым, потому что ты больше не тело, реагирующее на стимулы. Ты настройка поля, влияющая на происходящее. Что отсекается, когда это утрачено? Связь с пространством, как с живым телом. Ощущение себя за пределами формы. Доступ к внутренним импульсам, необъясненным, но точным. Когда ты веришь, что ты только тело, тобой можно управлять. Когда ты вспоминаешь, что ты поле, управление теряет смысл. Работа с намерением. Практики намерения были самыми закрытыми, потому что они напрямую касались структуры реальности. Как мысль превращается в ток. Как вибрация в теле меняет течение событий. Как внутреннее «да» или «нет» открывает или закрывает события еще до действий. Это не визуализация и не аффирмации. Это внутренний щелчок согласия, который настраивает траекторию мира. Именно эту точку запретили описывать. И вот когда ты начинаешь распознавать себя не как тело, а как поле, все постепенно меняется. Ты больше не чувствуешь себя объектом, на который воздействует мир. Ты ощущаешь, что ты — настройка самой ткани реальности. И из этого состояния возникает следующее — намерение. Но не в смысле цели или воли, а как внутренний выбор, который не требует усилий, только согласия. Именно этому и учили в закрытых школах, что реальность настраивается не через действие, а через разворот внимания. Через то, что ты выбираешь чувствовать как истинное. И если ты выбираешь из состояния поля, а не ума, то реальность не сопротивляется. Она начинает перестраиваться под тебя. Это и есть практика намерения, не создание будущего, а разрешение ему случиться, когда ты убираешь помехи и входишь в чистое «да». На уровне вселенского закона именно это делает тебя создающим, а не ищущим. Потому что намерение не идет из головы. Оно рождается из центра, где ты уже есть, из тишины, где ты не нуждаешься в гарантии. И вот что отрезается, когда этот слой закрыт. Способность распознать, что уже готово в поле. Умение настроиться на нужную ветку реальности, а не тащить ее к себе. Понимание, что ты не творишь свою жизнь, ты соглашаешься с ее глубинным течением. Поэтому намерение
и стало самой запретной практикой. Потому что человек, который умеет чувствовать и выбирать из поля, больше не управляется через страх, цели, мотивацию и контроль. Он уходит из системы принуждения, а значит, становится свободным. Синхрон. Самое тихое, но самое опасное. Когда человек входит в состояние полного присутствия, мир начинает откликаться сам. Случайности перестают быть случайными. Начинаются совпадения, знаки, точные фразы, встречи. Ты входишь в синхрон, и поле начинает показывать тебе твой путь. Это состояние невозможно сымитировать. Оно либо есть, либо нет. И именно оно всегда считалось признаком зрелости ученика. И вот когда человек начинает вспоминать все это, звучание, тишину, восприятие себя как поля, и чувствовать, что намерение не создается, а рождается в согласии, происходит нечто тонкое. Мир начинает отзываться. Не как реакция, а как будто он твой партнер по танцу, который просто ждал, когда ты, наконец, зазвучишь в своей чистоте. Ты ничего не просишь, ты не управляешь, ты просто звучишь, и мир откликается. Это и называли синхроном, когда случайные слова становятся ответами, когда внезапные встречи оказываются именно тем, что было нужно, когда все вокруг будто начинает помогать тебе быть собой. И в древних школах говорили: это не чудо. Это природное состояние, в которое входит человек, если он не разрушен внутри. На уровне вселенского закона это возвращение в единое поле, в настройку с источником. Ты не выше мира, не ниже, не в стороне. Ты внутри. И ты в диалоге. Но если это теряется, если человек не звучит своей чистотой, если он боится тишины, не чувствует поля, если он не распознает свое «да» изнутри, синхрон исчезает. Остается хаос, остается борьба, остается ощущение, что все случайно и не связано. И тогда человек попадает в ловушку контроля, пытается все объяснить, просчитать, удержать. А реальность в это время продолжает звать его на языке, который он пока не помнит, но может вспомнить, потому что эти практики не внешние, они внутри, и если ты слушаешь или читаешь это, возможно, ты уже на пути назад. Все эти практики не имели названия, они были в теле, во взгляде, в присутствии, и поэтому их нельзя было изъять. Можно было только стереть носители, что и происходило столетиями. Если все это так живо, так просто, так естественно, то почему это исчезло? Кто запретил помнить себя? Ты не найдешь одного злодея, не покажешь пальцем на одного короля, священника или правителя, потому что это не заговор, а структура. Структура, которая рождается там, где человек боится жить из своей чистоты. Каждая культура, построенная на страхе, первым делом уничтожает тишину. Она заполняет все звуком, доктриной, правилами. Она не может позволить тебе услышать себя, потому что как только ты слышишь, ты уже не подчиняешься. Запрет на эти практики – это не только про религии и инквизицию. Это про перепрошивку восприятия, когда за столетия человеку внушили, что голос – это только для слов. Тишина – это пустота, а реальность – фиксированная штука, которую надо заслужить. И самое страшное, что теперь даже не нужно запрещать напрямую. Человек сам отворачивается от себя. Садится в шум, боится замолчать, считает, что ему нужно еще немного информации, еще одна техника, вместо того, чтобы просто заметить, кто он есть сейчас. Сотни школ исчезли, тысячи учений сожжены, забыты, искажены. Но суть не в них. Суть в том, почему это было возможно. Потому что большинство людей не готовы были слышать себя.
И потому пришла система, которая сделала это невозможным. Но не для всех. Если ты это сейчас чувствуешь, значит, у тебя это уже есть. Оно не исчезло. Оно просто ждет. Когда ты вспомнишь не внешне, а собой. Мы часто думаем, что практиковать значит сесть, замолчать, закрыть глаза. Но самое главное не в этом. Потому что жизнь происходит в движении. А значит, и ты должен научиться возвращаться к себе прямо в ней. Сейчас не закрывай глаза, не уходи от того, что вокруг. Наоборот, останься в этом моменте. Где бы ты ни был. Идешь, едешь, завариваешь чай или просто слушаешь. Ты можешь. Просто сделай внутреннюю паузу. Не останавливай тело, останови только бег внутри. Словно ты делаешь вдох не в грудь, а в само пространство вокруг себя. И в этот момент просто слушай фон. Не внешний, а внутренний. Что сейчас звучит подо всем этим? Пусть это будет 1 секунда узнавания. Ты не анализируешь, не настраиваешься, ты просто смотришь, кто сейчас живет через тебя. Ты наблюдаешь за тем, как ты звучишь в этой точке реальности. Может быть, ты замечаешь суету, может, мягкость, может, тревожность. Неважно. Ты уже вернулся, потому что ты видишь. И теперь сделай вдох. И с выдохом чуть-чуть ослабь хватку. Позволь реальности звучать вместе с тобой. Словно ты говоришь ей: «Я снова здесь». Без образа. Просто в себе. Все. Ты ничего не достиг, но ты вспомнил, как быть собой, без усилия. Не через знания, не через технику, а через узнавание. В движении, в голосе, в тишине, в поле. И если ты это почувствовал, значит, ты уже начал возвращение. Не к практике, а к себе. Теперь ты знаешь, не все, что скрыто, потеряно. Иногда это просто ждет, пока ты перестанешь искать и начнешь видеть.